Лишить родительских прав за инакомыслие. Такое в Беларуси практикуют довольно часто. Когда других рычагов давления нет, начинают трогать самое дорогое. Милиция оказывает давление на семью из Могилева за то, что те участвуют в протестных акциях. Дескать, мать принимает участие в несанкционированных мероприятиях, поэтому ребенок находится в социально опасной ситуации. Семью уже проверили на предмет задолженности по коммунальным платежам. Нет ли у родителей проблем на работе, не состоят ли они на учете в наркологии. А однажды вечером и вовсе пришли проверять, есть ли у 11-летней девочки где спать и делать уроки. И все эти страдания только за то, что мать ребенка участвовала в акции солидарности с портретом избитого силовиками медика Андрея Вербицкого. Тогда всех участниц акции задержали, однако приговор так и не вынесли. Интересно, на что еще готова пойти нелегитимная власть для борьбы с неугодными, если даже детей готовы оставить сиротами? На шабаше под названием «Всебелорусское народное собрание», который Лукашенко устраивает в свою честь уже в этот четверг, роли каждого вольного и невольного участника распределены заранее. Об этом стало известно одному из телеграм-каналов, получившему в свое распоряжение подробный сценарий спектакля. Главная роль в нем будет отведена голосу из зала. Именно он должен будет по щелчку Качановой и других хедлайнеров шоу послушно одобрять заранее принятые резолюции и раздавать бурные овации нелегитимному. Последний, как водится, выступит с двухчасовым докладом, по завершению которого его верно подданные приспешники растекутся с благодарностями за столь яркий и мощный спич, а также самоотверженный и весомый вклад в общее дело. Далее, после кофе-паузы, откроется так называемый свободный микрофон, в который делегаты должны будут озвучивать свои замечания и предложения. Данное действо четко расписано, лишних людей и неудобных вопросов не будет. А завершится первый день сходки единогласным решением в 16:00, после чего участники отправятся на ужин и культурные мероприятия. Судя по всему, программа будет настолько плотной, что голос из зала до следующего дня уже не доживет. По крайней мере, в сценарии на 12 августа его уже не значится. И вновь к теме о всебелорусском шабаше. Подготовка к нему активно ведется не только в столице, но и в регионах. Средства на украшение административных зданий так называемой патриотической символикой выделяются баснословные. Судя по всему, нелегитимный разрешил своим чиновникам гульнуть на все деньги. Не свои, конечно, а из налогов граждан. Так, на здании Бобруйского горисполкома сегодня появилось огромное 10 на 35 метров красно-зеленое полотнище. Это эквивалент высоты 9-этажного здания. Городскому бюджету это добро обошлось ни много ни мало, почти в $2300. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок еще в сентябре прошлого года. Напомню, что на любое появление на зданиях БЧБ символики на места тут же выезжают наряды спасателей под благовидным предлогом снять предметы, угрожающие пожарной безопасности. А в данном случае вполне объективно, что если загорится настолько огромное полотно, то и весь исполком заполыхает синим пламенем. Однако, по мнению МЧС, никакой проблемы здесь нет, ведь в административном здании повсюду автоматика и обученный персонал. Что ж, как говорилось в одном фильме... Что делать в случае пожара? Пусть горит! Член Президиума Координационного совета и сотрудница пресс-клуб «Беларусь» Ксения Луцкина, которая вот уже более месяца находится в СИЗО Новодарского, жалуется на плохое состояние здоровья. Дело в том, что ранее Ксения перенесла серьезную операцию по удалению множественных опухолей на головном мозге. После перенесенной процедуры ей необходимо постоянное медицинское наблюдение, чтобы исключить повторение болезни. Практически ежедневно медицинские сотрудники СИЗО вводят ей внутримышечно обезболивающие препараты, чтобы купировать головные боли. Обострились и другие хронические заболевания, которые без квалифицированной медицинской помощи могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Кроме того, у политзаключенной на свободе остался несовершеннолетний ребенок. В связи с этим адвокат Ксении подал ходатайство об изменении меры пресечения заключения под стражу на подписку о невыезде. 14 февраля у нее будет день рождения. Поддержать Ксению Луцкину можно, написав ей письмо. Адрес мы оставим в описании к этому видео. Отключение интернета, которое режим устроил во время августовских протестов, продолжает выливаться в крупные финансовые потери. По итогам отчета австрийского холдинга А1, главного офиса популярного белорусского мобильного оператора, инвестиции в дочернюю компанию пришлось сократить почти на 80 миллионов евро. Главную роль тут сыграла совокупность факторов. Это и приостановка оказания некоторых услуг по приказу госорганов с августа по ноябрь прошлого года, и неопределенность в вопросе покрытия 5G на территории Беларуси, а также повышение ставки налога на мобильную связь.
Одновременно с этим в отчете отмечено, что прибыль белорусского А1 снизилась более чем на 5% в валютном эквиваленте, но выросла на 12% в рублевом. Это связано с масштабными темпами инфляции на фоне пандемии и общей политической ситуации в стране. В целом за год рубль просел по отношению к европейской валюте более чем на 16%. Напомним, что во время массовых акций протеста белорусы провели без мобильного интернета в совокупности более 100 часов. И закончить хотелось бы позитивными новостями. Витебский областной суд прекратил административные дела в отношении женщин, которые были задержаны во время занятия спортом. Инцидент произошел 13 января, когда одна из задержанных хотела провести в пригородном лесу для своих подруг мастер-класс по скандинавской ходьбе. Однако всех их задержала милиция. На женщин составили протоколы по народной статье 2334 и обвинили в участии в несанкционированном пикете с бело-красно-белым полотнищем. 19 и 20 января судьи Вероника Борисова и Владимир Цариков прекратили в отношении женщин дела за недоказанностью вины. Однако прокуратура данное решение протестовала, но и во второй раз суд вынес решение в пользу задержанных. Это, наверное, первый случай в истории протестной Беларуси, когда судьи решили проявить уважение к себе и закону. И это все на сегодня. До встречи завтра и живи Беларусь!